приехали пораньше, уже начинаем выезжать пораньше, потому что день становится длиннее и хочется застать больше светового дня в лесу, тем более, что после обеда обещают, что будет дождик. Ну что, друзья, вот мы приехали почти на те же места, и да, сморчковая шапочка стала гораздо крупнее. Где-то она уже вовсю торчит на ножках. Но вообще, конечно, ножки еще не такие огромные, чтобы шапочку заметить. Но где-то она уже очень хорошо пробила листву. И вполне заметно. Такие уже, очень такие приличные экземпляры. Но местами еще не обойтись без вот такой вот палки-копалки. Хотя бы даже потому, что пройти к той шапочке, которая, например, уже заметна, не наступить в листве на сестричку, которая, вот видите, вот это совсем, конечно, маленькая еще, но если бы я шла напрямую вот к этой большушке, я бы точно малышку раздавила. А крупненькая она уже такая, очень даже ничего. Вот. Вполне достойный вариант. Где-то по такому уже какому-то характерному вспучиванию можно понять, что шапочка вот она здесь есть. И вполне ее, конечно, если она приличных размеров, можно отыскать без всяких приспособлений. Вот еще здесь вот проверим. Вот он тоже вылазит. Это поменьше, но уже что есть. Мы, конечно, рассчитывали, но в этом году очень сложно рассчитывать с такой постоянно меняющейся погодой, что нас будет ждать гораздо больше урожая. Он есть, но проблема в том, что вот видите, вот такой характерный, как в принципе, как любой гриб. Если видишь какой-то бугорок на ровном месте, значит, обязательно не поленись, подними листву. Мы рассчитывали, что шапочка, мы уже в прошлый раз, 4 дня назад, видели, что она уже встречается приличных размеров. И обычно при благоприятном погодном прогнозе, благоприятные условия, она очень быстро вырастает. Если вот так вот на солнышке, она, конечно, буквально выстреливает. И не раз бывало так, что мы опаздывали. Она выскакивала на огромных ножках, уже на макаронинах стояла. И шапочка, сама шапка, она была подсохшая. Но в этом году погода совершенно непредсказуема. Ну что ж, вот они пошли уже и на макаронинах. Вот красавцы. Вот они. Здесь в канавке им тепло.
Итак, друзья, вот, казалось бы, такая неприглядная, ну, не замусоренная, но, в общем, не очень удобная для ходьбы ложбинка. И что может в ней расти? Ну, оказывается, что вот такие места обожает сморчковая шапочка. Вообще она, конечно, нас сегодня уже удивила. Меня, когда она начала расти по давнему песчаному косогору. Здесь вот даже какие-то подсыхают. Вот, смотрите и наслаждайтесь. Они просто на каждом шагу. И уже на макаронинах, и вот именно в таких местах очень хорошо сейчас видна сморчковая шапочка. И имеет смысл вот гулять по таким местам. Она будет уже заметна, особенно на солнечной стороне. Вот и здесь. Будьте уверены, что сморчковая шапочка, в отличие, например, того же строчка гигантского, она любит жить в одних и тех же местах, потому что, вот, например, эти места мы открыли лет 7 назад, и даже когда ни у кого не было сморчковой шапочки, сейчас я корзиночку возьму, секунду, ближе. Сморчковая шапочка всегда была у нас. И вот это просто какое-то невероятное золотое место. Оно нас выручало и в те годы, когда все было затоплено. Я помню, как мы прыгали с кочку на кочку. Они такие здоровенные шапки росли. И в те годы, вот как в прошлом году, например, когда совершенно бесснежная зима была. Здесь и вот. Сейчас, секунду, это выскочит DJI. И засушливая весна, сморчковая шапочка, конечно, пошла далеко. Не во всех местах. Вот это у нас такая вот золотая мизинка. Как рассказывает Валерий, здесь когда-то в его детстве, это недалеко места, где жила его бабушка, в этих местах был даже пруд. Я правильно говорю? Да, но он и сейчас есть, вот через бугор. Да, но от пруда мало что осталось. Остались только вот эти вот заросли ивника, посередине такое небольшое болотце, а все остальное заросло. И он, конечно, был крайне удивлен, он был невероятно удивлен, когда мы здесь обнаружили первый раз сморчковую шапочку. Вот так бывает. Это места детства. И оказывается, за эти десятилетия настолько все меняется, что появляется что-то новое. Но, с другой стороны, очень радостно, что эти места не перестают удивлять, не перестают радовать свое детство. Вот такая шапочка. Вот она здесь. Прямо везде пошла по низинке. Где-то она прячется еще под листвой. Вот я уже говорила всегда, что если видите немножечко приподнятая листва, это значит, скорее всего, там где-то, вот видите, вот листики, значит, это пробивается сморчковая шапочка. Сморчковые шапочки у нас все в порядке. А вот почему-то сморчки по своим местам тоже есть недалеко. Пока расти не очень-то хотят. Может быть, они предчувствуют
все-таки грядущее похолодание, мы, кстати, заметили, что грибы – это самый лучший барометр. Синоптик. Они самый лучший, да, синоптик. Во всяком случае, прогноз по грибам, наверное, точнее, чем по бессмертию или еще по каким-нибудь погодным сайтам, потому что они вдруг или резко перестают расти, как будто кто-то дал команду, особенно осенью, или же наоборот они продолжают расти. Но если вот резко перестает рост, скорее всего, они чувствуют, что приближается холода. Ну, а пока сморчки выросли только на участке у моей соседки, на коре под туями. Пока в лесу мы их еще никак не можем обнаружить. Специально остановились, потому что поражены сами. Сон трава в Беларуси в Красную книгу занесена. И, конечно, можно увидеть кустик там, иногда и по несколько кустиков. А здесь целая плантация. Честно говоря, ничего подобного уже не то, что 100 лет не видели. Мы, наверное, никогда ничего подобного не видели. Правда, Олег? Да, я такого не видел. Как будто ее здесь все разбудит, как будто ее здесь рассаживают. После дождя. Немножко пониже, а дождик небольшой прошел. Ну, это что-то невероятное, конечно. И вот там левее, где Валера, вот сюда тоже сходи. Да. А какая-то бесконечная поляна. Смотри, вот и за елкой. Господи, красота какая. На сегодня мы наш поход заканчиваем. Мы собирались еще дальше проехать по лесу, но вокруг гремит, справа, слева идет все-таки обещанный грозовой фронт, после которого наступит похолодание. Мы надеемся, что оно все-таки будет не критичным для грибов, потому что шапочка растет, шапочка уже на ножке местами, там, где лучше прогревается, где потеплее, там, где темнее, но место более заболоченное, она еще, то есть она уже такая крепенькая, хорошенькая, но ножка еще у нее не выросла. Тем не менее, мы очень довольны сегодняшним уловом. Мы счастливы, что мы нашли просто такую поляну, такую красоту. И спасибо, лес. До следующей встречи.